привет! В этом видео я покажу, как заменить подшипники барабана стиральной машины Samsung. У меня стиральная машина фирмы Samsung Digital Inverter Eco Bubble, которая рассчитана на 6 килограмм. И вот у нее начали шуметь подшипники. При прокручивании и при работе подшипник гудит. Если мы его не заменим, то в дальнейшем он начнет тарабанить, выйдет со строя и может повредиться крестовина барабана, которая стоит недешево. Для замены я купил два подшипника фирмы FLT размером 20 на 47 на 14 и 25 на 52 на 15. Сальник здесь имеет размер 30-60 на 55. В первую очередь, как всегда, мы снимем верхнюю крышку стиральной машины для того, чтобы добраться до бака с барабаном. И сообразно отверткой откручиваем два самореза слева и справа в верхней части. Затем слегка сдвигаем крышку назад, и она выходит со своих пазов. И убираем ее в сторону. После этого мы снимаем лоток порошкоприемника, нажав на вот эту вот серую часть. Вот он вот так вынимается. Теперь необходимо снять переднюю панель с платы управления. Для этого откручиваем вот здесь и 3 шурупа вверху с помощью крестообразной отвертки. Затем снимаем порошкоприемник. Для этого я воспользуюсь отверткой, откручу вот этот шуруп. Вот уже все, он шевелится. Убираем хомут подачи воды сюда в бак. Отсоединяем электропитание от клапанов подачи воды. Видим, что здесь один синий, второй белый с другой стороны. Думаю, не перепутаем. И откручиваем болты крепления раствора подачи воды. Здесь все вынимается уже. Порошкоприемник выходит. Отсоединяем его от большого шланга снизу. Здесь тоже есть хомут. Мы его разжимаем. Вот я везде все подключал на порошкоприемнике. Можно его аккуратно вынимать со своего места вместе с шлангами. Отсоединяем все фишки от платы управления, иначе мы его не снимем. Здесь они все разные, поэтому вы не перепутаете их. Вот все соединено, и можно вынимать плату управления блоком со своего места. Она имеет такой внешний вид, довольно стандартная плата управления. Убираем в сторону. После этого снимаем вот эту планку, откручиваем два болта сверху корпуса и два с торца передней части. И снимаем эту планку в сторону. На ней есть фиксаторы для шлейфа провода платы управления. Мы их не убираем. Затем снимаем вот эту пружинку впереди. Она под вот этой манжетой находится. Я уже ее снял. Манжету прячем внутрь.
Затем отсоединяем вот этот разъем вот этого датчика дверцы. И откручиваем болты. 2 вверху и там 3 внизу. После этого мы открываем этот крючок. И этот шланг выводим с зацепления. После этого можно снимать дверцу. Здесь еще есть разъем устройства блоковки люка. Мы его отсоединяем, потянув вниз. И убираем в сторону переднюю часть. И после этого откручиваем вот эти 2 утяжелителя бака. И аккуратно снимаем в сторону. Убираем в сторону. Сразу же я отключу и верхний утяжелитель бака. И убираем его в сторону. После этого соединяем шланг прессостата, слегка отжимаем хомут и его снимаем. После этого соединяем все патрубки от бака. Для этого откручиваем этот хомут, здесь ключик на 7. И откручиваем вот этот шуруп, который держит все трубки. Нам они нужны, поэтому мы их оставим здесь, на своем месте, в корпусе стиральной машины. Чтобы не потерять, я его слегка здесь накручу, чтобы он был на своем месте. Потом убираем вот эти шланги, отжимаем хомуты и снимаем. Откручиваем болты крепления задней крышки. Снимаем ремень с этого вала, хомута. Отсоединяем все подключения тена и термодатчика в задней части. Здесь положение датчика не имеет значения, красного, черного. А желтый и зеленым это заземление. Также снимаем с двигателя колодку подключения. Здесь термодатчик почему-то очень далеко отведен. Ага, у него есть отдельный разъем, спрятанный под этим хомутиком. Хомутик мы разрежем. Вот. Все. Теперь необходимо снять электродвигатель. Для этого отключим вот эти вот 2 болта. Здесь нужна головка на 10. Теперь тянем двигатель на себя и снимаем его с бака. Я перевернул машинку на один бок, так удобнее. Убираем ее в сторону. В этой стиральной машине очень удобно продумано крепление вот этих амортизаторов под ключ, головку на 10. Здесь обычно ставят такие пластмассовые заглушки, которые тяжело снимать. Вот такой болтик намного легче крепить, чем выдергивать пластмассовую шпильку, которая постоянно ломается и застревает. Откручиваем вот эти вот точки крепления. Очень удобные 2 обычных болта. Теперь снимаем со своих фиксаторов амортизаторы. И можно вынимать бак. Очень аккуратно беремся за вот эти пружины. Здесь есть у них фиксаторы. Выводим пружины с фиксаторов.
одной и с другой стороны. Вынимаем осторожно бак. После этого мы ключом головкой на 17 откручиваем болт этого шкива и снимаем шкив. Удивительно, что шкив пластиковый, начали экономить производители на металле, поэтому делают его из пластика. Качество такого шкива, конечно, сомнительно. И аккуратно снимаем его с оси крестовины. После этого я сразу заменю резину манжету, которая здесь надорвалась. Запомним ее местоположение. Здесь дырка не тоже вот образовалась. То есть она подтекает. Я купил такую же самую манжету. Здесь на манжете есть вот такая вот стрелочка. И то же самое на корпусе бака. Поэтому вы не ошибетесь. На новом манжете есть такая же самая. И поставите ее правильно. Откручиваем хомут крепления. Поддеваем манжет и снимаем со своего места. Вот такой хомут здесь. Он находится сразу возле стрелочки. Теперь я почищу слегка этот паз, чтобы здесь не было грязи. И поставим на место новую манжету. На старой манжете виден надрыв с передней части, а также отверстие вот этой части. Поэтому она подтекает. Новая полностью взаимозаменяемая. Ставим на место манжету новую. Вот манжета на своем месте. Осталось поставить хомут и хорошо ее затянуть. После этого мы откручиваем головкой ключом на 10 все шурупы по периметру верхней части бака. Открутив все шурупы по периметру бака, можно снимать его верхнюю часть. Вот он имеет такой внешний вид. Здесь есть немножечко грязи. Зачем помоем его перед сборкой. И теперь можно вынимать барабан из бака. Он вынулся легко. Крестовина грязная, но целая. Здесь мы тоже все хорошо помоем. Почистим вот эту вот часть. На валу крестовины много ржавчины. И даже осталась обойма от подшипника. Значит, он уже неисправен. Поддеваем с этой стороны сальник, слегка нажимаем. И вот он вышел. Видно, что он еще не полностью разрушен, но мы его заменим на новый, потому что он потерял уже свою эластичность. Как видите, подшипник еще не очень в плачевном состоянии. Есть небольшая коррозия на внутреннем, он слегка подклинивает, а наружный еще вполне пригодный. Но мы его заменим, потому что мы сюда уже полезли, чтобы увеличить его срок годности. Иначе, если мы поменяем внутренний, а наружный не поменяем, то он может быстрее выйти со строя. И придется снова все разбирать. Для облегчения демонтирования подшипника старого я возьму аналог смазки ВД-40, слегка смажу посадочное место одного и другого подшипника, чтобы они слегка откисли и легче затем снялись. После этого устанавливаем барабан на деревянные подставки или на покрышку, как кому удобно, чтобы
не повредить тен. Вот он, не касается земли. Для выбивания внутреннего подшипника я возьму вот такой прут, большой молоток и попробуем выбить подшипник. После 5 ударов подшипник выпал. Вот он имеет такой внешний вид. Уже немного начал ржаветь. Сюда попала вода, скорее всего. Вышла смазка, поэтому он начал гудеть. Если он поработает в таком состоянии еще пару месяцев, то он начнет люфтить. Шарики выработаются. И начнется тряска барабана, затем его разрушение. И после этого выбиваем подшипник, который находится снаружи. Я также воспользуюсь вот этим вот штырем металлическим. Все легко убивается, потому что еще нет большой коррозии. И, как видите, подшипники не очень ржавые, поэтому легко выходят со своих посадочных нержавых мест. После этого мы начнем запрессовывать новые подшипники. Подшипники довольно большие. У Индезита они намного меньше, поэтому ресурс у них меньше. А Samsung имеет больше ресурс работы за счет величины подшипника. Подшипник вращается очень нежно, аккуратно. Сейчас с помощью литола смажем посадочное место этого подшипника. Посадочное место чистое. Если оно будет ржавое, то вы должны его почистить, чтобы затем подшипник мягко вошел на свое место. Хорошо смажем. И начнем его запрессовывать. Для запрессовывания я воспользуюсь такой оправкой. Или можно взять старый подшипник, который имеет такой же диаметр, как и новый. Аккуратненько ставим его на площадь и забиваем. До полного заглубления. Теперь промазываем посадочное место наружного подшипника с помощью солидола. И начнем запрессовывать его. Здесь удобно, потому что эти подшипники не заглублены в своем посадочном месте, а выпадают строго по вот этому уровню. Поэтому можно не использовать никакие дополнительные устройства для запрессовывания подшипников. Возьмем всю ту же оправку и начнем запрессовывать подшипник. Запрессовываем короткими, не сильными ударами для того, чтобы не повредить посадочное место подшипника. Вот он стал на свое место. Удар стал более звонкий, значит он стоит на своем месте. После этого мы поставим на свое место сальник. Хорошо вытрем посадочное место от солидола. Здесь будет использоваться для его посадки консистентная смазка. Сейчас мы хорошо протрем это место, чтобы не было остатков солидола. После этого на новый сальник я выдавлю консистентную смазку снаружи. Очень небольшое количество, чтобы он хорошо скользил и не пропускал в дальнейшем воду. Хорошенечко размажем по поверхности, чтобы не было пропусков. Это будет дополнительная гидроизоляция. Где-то если будет какое-нибудь неплотное место посадки. И также слегка промажу посадочное место. И после этого с помощью оправки запрессуем на место этот сальник, чтобы не было перекосов.
Будьте осторожны, потому что есть сальники, у которых металлическая наружная часть. И если его перекосит, то он повредится и уже будет непригоден для эксплуатации. Вот сальник сел на свое место, слегка пальцем промажем эту смазку, чтобы заполнить все пустоты между корпусом бака и сальником. И после этого можно будет ставить на свое место барабан своей крестовиной. Я сразу нанесу сюда консистентную смазку. Вот это место, чтобы не было протекания воды между валом и сальником. Подшипники были сухими. Не экономьте консистентную смазку. Она должна заполнить все пустоты. Я потом еще пальцем слегка ее подровняю, чтобы она равномерно заполнила всю вот эту поверхность, пустоту. После этого мы с помощью самой мелкой наждачной бумаги почистим посадочное место этой оси, а также вот эту шайбу, на которую будет опираться сальник, чтобы здесь не протекала вода. Очень аккуратненько обработаем, чтобы не было никаких выработок. Почистим до блеска. Уберем старую консистентную смазку, а также все неровности и шероховатости, которые на ней выработались старым сальником. Видно, что консистентная смазка потеряла свою эластичность. Возможно, из-за этого произошло протекание воды до подшипника, и он вышел из строя. Вот я до блеска почистил вал крестовины барабана. Теперь хорошо вытираем ее от стружки, от пыли, от грязи. И сюда теперь будет садиться подшипник со своим сальником. Если вы видите здесь какую-то выработку на этой шайбе, то ее необходимо убрать. Или же положить какие-то втулки, чтобы сальник был немножечко в стороне от выработки. И после этого устанавливаем барабан в бак. Нашел почти без сопротивления, люфта нет. Ничего не гудит, что нам и нужно. После этого перед сборкой бака необходимо взять сантехнический силикон, у меня он белого цвета, и намазать по периметру на эту резинку, потому что она со временем теряет свою эластичность и в дальнейшем может быть протечка. Придется разбирать все заново. Наносим небольшой тоненький валик по периметру резинового уплотнителя. Особенно много силикона необходимо нанести внизу, потому что здесь будет постоянная вода, и небольшая негерметичность сразу вызовет протечку. Придется разбирать все заново и заниматься устранением протечки, а не ремонтом. Вот силикон нанесен по периметру прокладки. Я слегка пальцем подровнял небольшие неровности и пустоты. И после этого можно одевать верхнюю крышку на свое место. Осталось плотно затянуть все шурупы по периметру. Вот бак с барабаном собран, и можно ставить на свое место шкив. Здесь можно использовать фиксатор резьбы, но я его использовать не буду, потому что здесь сильный момент затяжки, и этот болт не открутится. Как видите, при вращении
барабана никакого шума нет. Барабан крутится мягко. Значит, можно все собирать в обратном порядке. Вначале подвешиваем бак на свои пружины и на корпус стиральной машины. Заводим бак на свое место. Вот он завис. Теперь необходимо внизу его зафиксировать с помощью амортизаторов. Подсоединяем все коммуникации слива. Устанавливаем на свое место двигатель на корпус. И подключаем все коммуникации к двигателю и к нагревателю. Ставлю на свое место ремень. Сначала одеваем на шкив двигателя, а затем на вал барабана. Проверяем, все работает. Подключаем шланг прессостата на свое место, продевая его крепление, чтобы он не тарабанил. И фиксируем хомутом. Прикручиваем на свое место передний и верхний утяжелитель. И ставим на место переднюю панель. Подключив замок. Надеваем на свое место манжету и фиксируем ее пружиной. Вот все на своем месте и закрываем. Вы посмотрели видео о том, как заменить подшипники барабана на стиральной машине Samsung EcoBubble на 6 кг. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!